The best counter-propaganda is truth. Ukraine have two main difficulties. This is first of all war, and we have aggressor which attacks us and all the time threaten us that he might use the all forces, but not less enemy as inside Ukraine. This is corruption of the highest level of the government. Ну, коррупция – это проблема для Украины в целом, не только для Донбасса, а вообще в целом, я думаю, это для Европы проблема коррупция. И я думаю, чтобы ее решить, это нужно не одно поколение сменить. И коррупция в данном случае, она может, конечно, влиять на ситуацию с военным конфликтом, но мне кажется, здесь коррупция больше, она пронизывает гражданскую часть жизни. I don't think you can find any country where a tradition of what we call corruption just went away overnight. This is something you have to work with in the civil service, in the legal system and so on. But it has to be something which the population, the politicians and the civil servants and the law system demands themselves. This takes leadership. Если такая есть тенденция к тому, что власть давит на антикоррупционеров, то существует запрос на установление авторитарной модели управления Украиной. А это большая опасность и для антикоррупционного действия, и для прекращения военного конфликта, и для прав человека. А что касается той территории неподконтрольной, то там, к сожалению, сегодня говорить о появлении каких-то новых инициатив по защите прав человека невозможно. Они, например, даже те же вот одинокие матери, потерявшие там мужей на фронте, да, кто в ДНР вступил, или кто, например, потерял сыновей там, и так далее, они не могут даже создать независимую какую-то организацию, которая бы защищала их права там, на той территории. Потому что любой процесс правозащитный там, он воспринимается как угроза действующей администрации Захарченко. Сейчас, когда я задаю вопрос людям, за что вы голосовали, они говорят, мы голосовали за присоединение к России. Когда я им показываю бюллетень, там не было ни слова о России. Там был один вопрос, да или нет, поддерживаете ли вы создание Донецкой Народной Республики. Я не думаю, что они думали о том, как хорошо в России, какой хороший там президент. Они, люди старшего поколения, тужат о своей молодости, о том, как им там было хорошо, какие они были молодые, красивые, здоровые. И сейчас они вспоминают о Советском Союзе как о чем-то замечательном. В результате люди, которые вот на улице, у них, они видят все по-разному. И это зависит от того, что они читают, что они смотрят, какие взгляды политические придерживаются и так далее. Сказать однозначно сегодня, что стало причиной, но это может быть и в Советском Союзе причина. Some people would argue that indeed domestic affairs are the major issue. I think the corruption and all these problems with the oligarchy, they are still there, but they are going to be overcome sooner or later. And I think indeed that the major danger for Ukraine is the Russian threat. And the Russian threat not only is something that could happen, but also something that poisons the current Ukrainian society, that scares away investors, that drives out young people. For now, I do feel that most Ukrainians want to stay in Ukraine and want to reform their country. If this is not going to happen over the next 5 or 10 years, the talented people that do have other options will want to leave in greater numbers. It's a very serious war. It's the other war, you can say, going on between those that are pro-reform and those old forces that are anti-reform because they don't want to lose the comfortable places they have in Ukrainian society. И поэтому говорить о том, что Украина это хорошо, это класс, о вас заботятся, но мы сейчас об этом сказать не можем. Мы сможем сказать, наверное, там лет через 10, 15, 20, когда восстановится экономика, потому что она, например, на Донбассе была вся сориентирована на российский рынок. Поэтому, когда здесь восстановится, когда здесь заработают новые предприятия, когда сюда придет инвестор. Об этом должна думать и центральная власть, и местная власть. Но посыл должны дать люди. И когда они поверят, тогда не повторится 2014 год.